Так, всем привет, меня слышно? Есть звук? Окей, если отлично, начнем. Итак, начнем мы с месячного таймфрейма. На месячном. Так, это оригинальный фьючерс на NASDAQ. Здесь месячная свеча закрылась ниже предыдущего лоу. Вот, мы закрылись ниже, но на брокерских, в Capital.com здесь есть чуть-чуть разница. Но то, что показывает в брокерских, это манипуляции. Надо смотреть всегда, исходить из оригинального. Вот что показывает нам оригинальный. То есть мы закрылись ниже. И факт закрытия свечи есть. Так, перейдем теперь на недельный таймфрейм. Итак, на прошлой неделе, если кто смотрел предпоследний рекап, я говорил, что вот у нас есть сверху ликвидность, и цена должна сходить на buy side, чтобы зачистить ликвидность. И отмечал то, что вот high при вот этой неделе был таргетом, и плюс вот этот. И мы видим то, что цена сходила на buy side, зачистила ликвидность и вернулась обратно в диапазон вот этой свечи. Так, здесь что творится теперь, ну-ка. Ну, здесь то же самое, здесь тоже зачистили и вернулись в диапазон этой свечи. На недельном таймфрейме больше я склоняюсь к шортам, нежели к лонгам, потому что мы забрали ликвидность байсайда. Ну-ка, сравним с S&P 500 и мы еще сформировали здесь SMT дивергенцию. Смотрите, у нас есть недельный, так, ну-ка это февраль, да, SMT в недельном цикле, вот такое. Это уже хороший сигнал для шортов. Мы сформировали SMT в премиуме, затем цена развернулась и начала падать. То есть на недельном все пока еще показывает, все сигналы показывают шортовое направление. На месячном таймфрейме я в прошлом рекапе мы делали анализ, вот этот рейндж у нас, дилинг рейндж, и цена еще находится в премиуме. И она минимум должна спуститься вот на этот диапазон, то есть на 0,5, на эквилибриум этого диапазона. И тут мы имеем на месячном таймфрейме вот этот непротестированный месячный гэп, имбаланс. Учитывая геополитическую ситуацию сейчас в мире, я думаю, что следующая неделя откроется с большим гэпом в шортовом направлении. То есть все то, что сейчас творится в Ближнем Востоке, это, скорее всего, негативно отразится на всех рынках.
И следующая неделя с большой вероятностью откроется с гэпом. Плюс, учитывая то, что начинается новый месяц, новый цикл квартальной теории и новый цикл, я думаю, что Q1 месячного цикла будет у нас X. То есть будет сразу расширение на фоне вот этих событий. И первая неделя с нового месяца будет у нас начинаться с дистрибуции, с расширения. То есть на следующую неделю байс шортовый. Байс шортовый, но перед тем, как есть два сценария, да, либо цена сразу упадет, откроется где-то здесь и дальше пойдем вниз, либо если цена будет, то есть неделя будет формироваться по модели AMDX, то я ожидаю возврат цены вот в этот диапазон, в диапазон недельного rejection блока, и отсюда падение. Потому что этот диапазон, он слишком такой широкий, и есть большая вероятность, что цена может вернуться в этот диапазон и отсюда уже упасть. И плюс вот ликвидность у нас в sell-сайде довольно-таки хорошее скопление ликвидности, которую не трогали. Low resistance ликвидность сформирована. И обычно такую ликвидность забирают одним импульсным движением. Так, на дневном таймфрейме. Так. На дневном ничего нет такого пока что. Так, теперь посмотрим. Итак, вот такая картина была к концу прошлой недели. И я делал прогноз, что цена сначала должна подняться вот сюда. Вообще в начале недели я говорил то, что цена будет, скорее всего, в консолидации. Внутри рейнджа останется цена. И к середине недели начнется движение истинное. И так и случилось. В начале недели цена находилась внутри рейнджа предыдущей недели. И только к середине начато, то есть было какое-то движение. Я ожидал вообще то, что цена еще выше поднимется. Но такого не случилось. Так. Так, вопрос. SMT срок годности вообще имеет, если у нас, допустим, новый месяц, то прошлые недельные SMT будут обнуляться или также продолжать иметь силу? Если формируется новый SMT на старшем таймфрейме, предыдущие SMT, они обнуляются. Вообще SMT, оно... как объяснить? Если вот сформировалось SMT месячного цикла вот в этой неделе, да, либо сегодня, то вот все, с этого дня начинает действовать именно это SMT. То, что было до него, это все обнуляется. То есть в моменте работает. То есть SMT, если сформировалось в моменте, недельный, месячный,
дневной, это уже все, обнуляет все предыдущие, и вступает в силу новая фаза, которая будет уже работать, то есть цена, алгоритм будет работать именно под этим SMT, который сформировался только что, свежее. И вот, как я и прогнозировал, да, в прошлой неделе вот цена здесь находилась, в понедельник, вторник, и только в нью-йоркской сессии, даже нет, не вторник, в среду, вот в среду мы сделали как раз середину недели, то есть цена сделала какое-то сильное движение к buy-сайду. Значит, прогноз был верным. И здесь мы сформировали SMT, дивергенцию с S&P 500, и цена начала падать. Давайте теперь разберем наши трейды внутри недели. И еще один момент по поводу SMT. Я в прошлом стриме говорил. SMT тоже имеет свою иерархию. Старший SMT всегда сильнее. Если у вас на графике, допустим, сформирован уже месячный SMT, месячный, который показывает шарты, а на дневном таймфрейме у вас показывает SMT только что сформировался, и он показывает лонги, то вот дневной таймфрейм, который показывает противоположное движение к месячному, он будет служить лишь для отката. Все SMT, которые будут синхронизированы с месячным SMT, то есть, допустим, у вас уже есть на графике месячный SMT, который показывает движение в шортовом направлении, и недельный сформировался тоже шорт. Все, вот этот момент нужно ловить, здесь будет сильное движение, то есть это будет сильный сигнал. И если у вас недельный сформировался, и внутри дня тоже сформировался шортовый, то надо ловить такие движения. Это у вас синхронизация всех таймфреймов, начиная со старшего. Вот даже можем сейчас разобрать этот момент на графике. Вот тут. Так, на D. Вот здесь у нас был уже сформирован SMT, да? NASDAQ забрал ликвидность лишь месячного цикла, но не all-time high, а S&P 500 забрал вот тут, здесь вот. У нас есть месячный SMT. Вот он. Теперь, если спустимся на младший таймфрейм, начиная с этого момента, сейчас я разделю этот диапазон. Вот этой линии. И давайте разберем это на часовом таймфрейме. Вот. Теперь смотрите. Так, вот здесь. Не здесь. Тут нету. Вот он. Допустим, вот здесь, смотрите, формируется SMT. Вот он. Да, возьмите уже. Вот этот SMT. Вот видите, да?
здесь формируется SMT. Оно, те, кто не знает, не понимает, как надо синхронизировать SMT, здесь они, может быть, кто-то подумал, то, что вот цена отпустила, здесь сделали откатное движение, и отсюда сейчас будет продолжение теперь. Здесь разворот был, типа вот тут слом, и цена, скорее всего, наверное, отсюда уже уйдет сюда. Да? Но те, кто понимает, как надо работать с SMT, у вас есть месячный SMT в топе, то есть во главе всего стоит этот. Чтобы перебить этот SMT, должно сформировано быть снизу, в sell-side SMT тоже между месячными циклами, который будет показывать вам лонговое направление. Пока этого нету, это все второстепенно. Теперь, вот у нас здесь внутри дня сформировалось, и эти все SMT, которые будут противоположны месячным, они будут давать сигнал только на откатное движение, для отката. А все, которые будут формироваться в синхронизации со старшим таймфреймом, они будут давать вам сигнал, сильный сигнал будут давать. Допустим, вот смотрите. Так. Вот. Вот. Здесь сформировался SMT. Вот. Как только этот SMT сформировался, что у нас появилось? Резкое падение. Бам! Упала цена. Почему? Потому что у вас вот тут дневной SMT, даже не дневной, здесь вот между неделями. Вот. Это прошлая неделя, это новая неделя. Сформировался SMT, и сразу падение идет. Поэтому надо всегда иметь в виду, какой SMT дает вам сигнал. То есть SMT со старшего сигнала, с таймфрейма, какой дает вам сигнал. И работать надо именно в синхронизации с ним. Так, это новая. Вот здесь закончилась эта неделя. Итак, где у нас теперь наши сделки? Вот. Так, новая неделя начинается, и с новой недели вот наши ученики уже сразу начали первый день. Вот 23 февраля уже с профита. 600, 300. Вот их, эта сделка на графике, как она выглядела. Вот анализ студентов. Это все, вот прибыль. Это все студенты. То есть те, которые проходят обучение, те, которые уже прошли обучение, у них у всех уже сформировалось понимание алгоритма и как надо торговать в синхронизации с алгоритмом. Итак, вот моя первая сделка в понедельник. Вот она. Здесь был вход. Давайте разберем теперь эту сделку. 15. Азия у нас сформировалась. И тут... стоп. Вот так сделаем. Итак, к моменту открытия Нью-Йоркской сессии объясню логику движения. В понедельник я всегда говорю, мы работаем всегда с рейнджом пятницы. Вот у нас пятничный рейндж. Это buy side пятницы. И sell side пятницы. Мы работаем внутри этого dealing рейнджа. Вот, buy side и sell side. Соответственно, мы должны сделать что?
Мы определили наш dealing range. Мы должны его разделить на премиум и дискаунт. Вот. Итак, начинается понедельник. Что делает цена? Цена с премиума падает в дискаунт. В дискаунте мы тестируем POI, 15-минутный имбаланс. Вот он. Вот, тестируем этот имбаланс от 15-минутного таймфрейма. Затем цена отсюда отталкивается, опять возвращается в премиум. И тут также цена тестирует 15-минутный имбаланс. Вот он. И цену удерживают. И вот мы стоим уже у открытия Нью-Йоркской сессии. Здесь ожидаем два сценария. Либо с открытием Нью-Йорка цена должна пробить этот уровень, и мы продолжим. Пусть пробитие, и будет вот такое движение, да? Отсюда. Либо цена сделает манипуляционное движение на buy side, заберет ликвидность, затем резко вернется обратно вовнутрь рейнджа и продолжит движение уже в шортовом направлении. Теперь перейдем на младший таймфрейм, посмотрим, как это там у нас все двигалось. Да, перед Нью-Йорком у нас всегда уже должен быть готов сценарий. Два сценария. Первый сценарий long, второй сценарий short. Если long не получится, как вы должны сразу резко сменить свой план. Упс. Так. И вот минутный таймфрейм. С открытием Нью-Йорка цена резко делает импульсное движение на buy side. Забираем ликвидность здесь. Затем цена обратно возвращается вовнутрь рейнджа. Вот тут вот эти свечи, они дают сигнал. Это свечи, то есть дисплейсмента. Это сигнал дисплейсмента. Как только такое формируется, и мы можем посмотреть на 5-минутном таймфрейме даже, я думаю, да, вот, на M5, вот, свечи закрываются ниже уровня эквилибриум, то есть здесь уже CE. Ниже уровня 0.5, 15-минутного имбаланса. Это сигнал. Здесь можно уже на минутном таймфрейме. Ну-ка. Вот отсюда можно открывать уже позицию даже. Либо отсюда, либо от теста вот этого имбаланса. Если цена вернется делать тест, сюда можете ставить лимитки и стоп за этот хай. То есть наш сценарий, второй сценарий, вот, отработал. То есть дал первый сигнал. И теперь в таком случае, куда нам нужно таргетироваться? Таргетироваться, самый первый таргет у нас будет всегда sell side азиатской сессии. Первый тейк. Второй будет low предыдущего дня. То есть на данный момент это будет low пятницы. Почему? Потому что, смотрите, цена была в премиуме. Она отпустилась, сделала здесь ребаланс, обеспечила баланс, затем развернули цену в лонговом направлении. И если цена намеревалась бы продолжить движение, то вот мы должны были пробить именно вот этот 15-минутный имбаланс и закрепиться выше этого диапазона. Но нам показали совсем противоположное. И тут, если премиум удерживает цену, значит таргетом будет всегда противоположная сторона, экстремум противоположной стороны дилинг рейнджа. Вот наш дилинг рейндж.
Вот он. Если одна из сторон вашего PDRA удерживает цену, то противоположная сторона будет таргетом. То есть экстремум против противоположной стороны. В таком случае цена будет работать по правилу ERL, RL. То есть цена вот спускается ERL, 15-минутный диапазон, затем должна делать атаку на RL. Но этого не было, у нас это новый день, и получается ERL у нас был вот здесь на buy side, RL должен быть вот экстремум вот этого dealing рейнджа. Поэтому я делал как? Вот я зашел здесь. Вот мой первый take profit. Нет, вот здесь был мой первый take profit. Второй был вот. Я здесь сразу указал. Ну-ка. Вот эта стрелка, это была sales item Азии. И здесь вот последний. Перейду на M5. Смотрите. То, что я говорил, вот тут, вот цена сделала displacement, внутри displacement всегда цена формирует имбаланс. И это самый лучший диапазон для выполнения входов. После смещения цена всегда возвращается, чтобы затестировать этот имбаланс. И выше нее цена никогда не пройдет. Можете быть уверены в этом. Поэтому стоп, который будет стоять здесь, он никогда не заберут его. И как мы видим, вот цена сделала тест и отсюда начала падать в сторону нашего таргета. И все, вот наш таргет отработал здесь. Мы получили take. И тут можно сделать такое. Так, стоп. Ну, RR довольно-таки неплохой. Да, вот эту всю дистанцию здесь, чтобы поймать, довольно неплохой RR. Таким образом мы отработали понедельник. Здесь дальше я не стал торговать. И вообще я, в связи, что сейчас Рамадан, у меня получается торговать только либо Лондон, либо начало только нью-йоркской сессии. Потом уже у меня времени нет для торгов. Поэтому то, что получается, пока что так. Да и в принципе я и сам всегда торгую только нью-йоркскую сессию. И рекомендую торговать в Нью-Йорк до ланча. Дальше уже неинтересно. Итак, здесь у нас заканчивается день. Давайте посмотрим теперь на дневном таймфрейме, что нам нарисовали. Да, ифтар тайм, потом намаз, мечеть, времени нет уже торговать. Поэтому я в этот месяц Рамадана я почти что не торгую. Итак, здесь на дневном таймфрейме мы куда пришли? Вот наш дневной rejection блок здесь. Я всегда повторяю, ребята, это очень самые такие золотые инсайды, да, которые вам мало кто может дать. То есть секреты. Все, что у вас будет внутри диапазона rejection блока, вот rejection блок,
вот это все, оно всегда будет для вас ликвидностью. Сначала была ликвидностью вот этот low, вот, потому что он находится внутри rejection блока, цена спустилась, забрала эту ликвидность. Да? Теперь уже сам вот этот swing low здесь является ликвидностью. Цена спускается, забирает этот ликвид, и мы закрываемся вот на этой дневной свече, внутри этой свечи. Внутри. Соответственно, теперь, даже если здесь можно делать тупо по SRT, делать анализ. Вот мы забрали low этой свечи, и, соответственно, если исходить от анализа по SRT, вот этот high будет таргетом дальше. Этот high должен быть таргетом. Мы спустились, здесь забрали всю ликвидность и закрылись внутри предыдущей свечи. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас произошло во вторник. Стоп. Так. Итак. Опять осталось здесь сейчас 15 минут до открытия Нью-Йорка. Вот. И у нас на графике вот такая картина. Вот такая картина. Как нужно делать анализ в таких случаях? Да? Мы видим то, что Азия и Лондон, они находятся в боковом рейнже. То есть цена, вот здесь создали мы рейндж, и за пределы этого рейнджа она не выходила. Выходила только ради манипуляции, чтобы забрать ликвидность. Вот. Сначала спустились здесь, вот фитиль, забрали ликвидность. Потом поднялись сюда, забрали ликвидность. То есть цена находится внутри узкого диапазона, сжатый диапазон. У нас здесь рабочий dealing range, это вот этот диапазон был в лондонской сессии, вот здесь. Как только у нас здесь произошел слом структуры, мы берем сразу, определяем наш range, делим его на премиум и дискаунт. Так, сейчас. Даже почему именно этот вы спросите, а не вот этот low, да? Потому что здесь мы сформировали SMT-дивергенцию. Вот тут. С S&P 500. Поэтому именно этот low. И от него я делю range на премиум и дискаунт. И в дискаунте что мы делаем? Это 15-минутный таймфрейм. Значит, так. У нас вот тут есть имбаланс, вот этот маленький диапазон имбаланса. Но до нее цена не дошла. Смотрите, это очень интересный момент. Цена не дошла. И это у нас уже вторник. Обычно во вторник цена всегда делает такие движения. То есть она не доходя разворачивается, специально создается слом структуры. Это МСС, да, верно, брат. Market Structure Shift. Именно во вторник цена часто делает такие движения, ложные движения. То есть она, на первый взгляд, вот это движение вроде бы кажется, что вот тут был displacement, здесь было смещение, и прям явное, думаете, сейчас цена должна дойти до этого пой и отсюда развернуться. По всей логике, да, должно быть такое движение. Но нет, вот видите, цена здесь в лондонской сессии, не доходя, развернулась. Это inducement.
То есть это ложное движение специально было сделано. Вот все движение, которое отсюда начинается в лонговом направлении, это обманное движение, чтобы побольше завлечь в лонги неопытных трейдеров. И побольше вот сюда, чтобы скопить стоп-лоссы. Это и есть индюсмент, то есть это ложное движение для того, чтобы завлечь сюда неопытных трейдеров. Так. Как мы работали во вторник? Вот сделки студентов. Вот они. Когда понимаешь алгоритм, ты уже начинаешь работать с пониманием, с тем, что ты четко видишь логику в своих движениях, а не просто наобум, либо от фонаря, как торгуют многие, либо по каким-то паттернам, по каким-то теханализам. Вот здесь вот мой вход. Вот мой вход. Сейчас так, дойдем до нью-йоркской сессии. А, блин. Надо было на младший таймфрейм спуститься. Окей. Теперь давайте сделаем анализ. Это 5-минутный таймфрейм, 5-минутка. Я вот входил тут уже. Еще до начала Нью-Йорка. Нью-Йорк вот здесь начинается, я зашел вот тут. Давайте вот на М5 перейдем. И здесь посмотрим, где я делал вход и почему. Значит, вторая свеча, которая сформировала. Вот эта свеча была входом. Вот тут я открыл шортовую позицию. Шорт. Почему? Потому что здесь у нас уже сформировалась SMT дивергенция. Вот она. Здесь уже было SMT, поэтому было SMT, затем был SMT, так, Хайден SMT было, вот он, тут был Хайден SMT. Даже. И это было сигналом, чтобы входить в шортовом направлении. Таргетировался сначала вот сюда, вот на этот лоу. Так. Вот этот лоу. У меня было также два сценария, да, то есть либо вот этот, потому что POI находится в дискаунте. Первый сценарий был такой: цена должна упасть сюда и развернуться. Либо, если мы пробьем этот уровень, то мы заберем вот эту всю ликвидность, которая здесь накоплена. Вот этот Take Profit 2 был бы. Даже если сюда поставим, уже 1 к 5 уже тут есть. Упс, стоп. Блин, не успел опять. И вот видите, смотрите, цена отпускается сюда, отсюда разворачивается. Вот, здесь я вошел. Так.
Здесь был вход, здесь выход. Затем тут был вход опять. Я думал, еще чуть дойдем ниже, потому что на М5 мы, вот видите, от 15 минут имбаланс, мы закрылись ниже тела. Но цена развернулась, здесь я закрыл в без убыток и открыл новую позицию в лонговом направлении уже. Вот это было манипуляционным движением. Это было манипуляцией. Итак, здесь, когда уже стало ясно, что это манипуляция, таргет был, первый таргет был вот этот. Хай предыдущего дня. Почему хай предыдущего дня? Потому что мы забрали лоу предыдущего дня в понедельник, и, соответственно, я говорил то, что если по SRT уже вот очистка sell сайта, затем таргет buy сайт. И плюс здесь вот по PO3 была аккумуляция, манипуляция в шорт, и дистрибуция должна быть в лонг. Вот первый take profit, второй здесь был, дальше этот high, и дальше еще вот этот high пятницы. Потому что я говорил, да, то, что общий байс, недельный байс лонговый. Я еще в прошлом эфире рекапа говорил то, что на следующей неделе у меня будет байс лонговый, и я буду работать в лонговом направлении, как только у меня будет формироваться SMT в sell сайте. И как мы видим, вот у нас, пожалуйста, SMT было сформировано здесь в нью-йоркской сессии, вот оно. Оно сформировано где? В sell сайте, и так что здесь я вот сразу переобулся моментально, зашел тут, и первый take profit у меня был вот эти равные здесь, равная ликвидность, потом второй и третий. Если посмотрим, все таргеты, они сразу вот были достигнуты. Здесь уже день заканчивается, но самое главное, то что вот этот главный таргет отработан. Вот тут был бы. То есть еще раз объясню суть, да? Почему? Вот у нас была здесь аккумуляция. Вот аккумуляция. Цена находилась внутри этого рейнджа. Вот она. Вот здесь. И в Нью-Йорке мы сделали манипуляцию. Вот это. Сформировали SMT-дивергенцию с NASDAQ, с S&P 500. Вот. И цена начала дистрибуцию. Все довольно-таки просто, ничего сложного нету, если работать системно. Итак, здесь заканчивается день. Пройдем на дневной таймфрейм, посмотрим, что у нас на дневном таймфрейме. Итак, daily. У нас есть вот SMT дивергенция теперь на дневном таймфрейме. Вот она. И это дает сигнал, то, что на следующий день это движение продолжится. Мы здесь сформировали довольно-таки большую свечу, бычью,
И я ее разделю на квадранты. И где-то вот отсюда можно будет на следующий день искать вход. И на следующий день свечи не должны ниже пойти вот этого уровня 0,5. Не должно быть закрытия такого свечой вот тут. Не должно быть. И то есть, если как только будет вот такое закрытие, значит наша идея сразу инвалидируется, мы работаем в противоположном направлении. По нашему сценарию цена не должна спуститься так глубоко, она должна сделать небольшой откат, потому что цена находится уже в фазе дистрибуции. Так, давайте посмотрим, что у нас было на следующий день. Ага, все понял. В среду я не смог ничего здесь отработать, потому что мне не дали входа. Хотя здесь цена сделала смещение, но тут я ничего не смог поймать. Я ожидал вообще чего? Вот у нас 15-минутный таймфрейм. Ожидал хотя бы вот такое движение. Вот у нас здесь остался один имбаланс. Да? Мы здесь сформировали рейндж, сформирован был. То есть, если я буду брать отсюда вот так и делить на премиум дискаунт, мы должны были спуститься в дискаунт, либо до эквилибриума, протестировать пой, затем оттолкнуться. Вот такое движение ожидал. Но, как мы видим, цена сразу улетела. Кто, если смог поймать здесь это движение, я их поздравляю, респект. Но так как я говорил то, что сейчас Рамазан, особо здесь времени не было, у меня возможности сделать анализ какой-то глубокий. Но если посмотрим сейчас, разберем это, нам здесь можно было поймать это движение, потому что вот с открытием Нью-Йорка нам дали SMT-дивергенцию здесь. Вот тут можно было поймать. Но надо было работать в правильном активе. Если работали бы на S&P 500, можно было бы поймать вот это движение. Но на NASDAQ здесь уже ловить нечего было, потому что основное движение вот уже сделали. Так, посмотрим, в среду у нас кто-то работал. А это вторник. Это сделки студентов, ребята, кто смотрит. Вот это, кстати, вот это сделка студента, который только-только присоединился к нам в наш курс. И он начал только изучать еще только первый блок. И после первого блока вот у него такие результаты уже. Вот. Торговал ПО3, СТДВ на битке в двух пропах, заработал немножко. Жаль, что пока челлендж не фандед. И на следующее утро то же самое. Вот он. То, что и он заработал. Так. И здесь он вот объясняет, он торговал на битке. Здесь его логика, как он здесь работал. Здесь на евро-долларе работал студент. Вот это движение он поймал. Так, вот тут он. Вот его пруфы. Видите, с MetaTrader здесь закреплен. То, что это не просто на графике человек просто натянул и показывает. Нет, это все реально выполнено.
И вот то же самое. Здесь уже вот студенты сами это все анализируют, делятся. И что я показывал, то, что я объяснял. Логика. То же самое. Вот вход, вот take profit сюда, и вот отработка. Вот, пожалуйста, вход. Здесь вышли. Это как раз, мне кажется, вот ожидали, что заберут вот эту ликвидность до Нью-Йорка. Теперь это... А это уже среда. То есть это уже четверг. В среду никто, по-моему, не работал. Никто не работал, не увидел здесь. Теперь давайте перейдем к среде. Окей. Жалко, что не дали нам входа, но таргет, помните, вот это был у нас таргетом. И именно здесь, в среду, мы достигли этих таргетов. Hi, brother, hi, thank you. И вот мы забрали, здесь мы сформировали опять SMT дивергенцию, здесь уже между неделями, вот. Так. У нас здесь SMT между неделями. Даже вот так. Где? Нет. Упс. Вот оно. Есть SMT. Помните, у нас месячный SMT показывает шорт. И вот у нас тут недельный теперь SMT, который тоже сформировался и показывает шорты. И как мы здесь работали? Вот у меня сделка со среды. Сейчас давайте подгоним наш график к этому времени. Азиатский рейндж, потом Лондон. Стоп. Делаем вот так. Итак, вот у нас pre-Нью-Йорк, да? Pre-Нью-Йорк. Как я здесь анализировал перед входом? На что я обращал внимание? Самый сильный момент, вот этот swing high. Что он сделал? Он забрал ликвидность. Двух недель даже, можно сказать. Вот здесь одна, неделя 1, неделя 2. То есть довольно-таки сильное здесь накопление было ликвидности. И частично от третьей недели. Вот. Соответственно, вот этот swing high у нас будет protected, потому что он забирает очень значимую историческую ликвидность и сразу закрывается внутри. Делает сразу слом. Вот у нас тут слом есть. Так. Вот мы сделали слом структуры MSS. Market Shift. Да. Затем это 15-минутный таймфрейм. Я беру вот эту свечу за уровень цист. Есть цист. И, как мы видим, здесь уважает цена вот этот уровень. Плюс именно вот эта свеча у меня будет ордер блоком. И этот ордер блок у меня будет high probability. У меня вот этот high будет protected high.
есть сейчас, ну-ка, где protected? Вот, protected high. Именно этот order блок у меня protected и high probability, то есть order блок, который даст высоковероятную отработку. Я уверен, что цена не пробьет этот диапазон, потому что у меня есть недельный SMT здесь сформированный. Поэтому я тут буду работать только в шартовом направлении. Спустимся на младший таймфрейм. Так. Здесь, да, вот тут имеете в виду, то есть то, что 0.25, дневная свеча не протестировала. EOFET. Так, сейчас посмотрю вот этот момент. Тут был, сейчас, по-моему, на М15, либо на часовике здесь BPR был. Да, вот он. Здесь был BPR. Поэтому цена не отпустилась на уровень EOFET. Вот. Тут был, даже здесь был ниже. То есть здесь полностью цена, когда поднималась, алгоритм сразу делал ребаланс, чтобы цена не спустилась ниже потом. Она готовила для себя почву для движения, вот этого движения, импульсного движения. То есть мы поднялись, здесь ребалансировали, опять ребалансировали, и потом улетела цена. Поэтому цена не отпустилась до EOFET. Так. И тут вот сейчас начнется у нас нью-йоркская сессия. Стоп. Таймфрейм M5. Вот тут у меня был уже слом структуры MSS. MSS был, и я поймал здесь 15-минутный таймфрейм. Вот вторую свечу M15. Значит, надо сейчас на M15 перейти. Вход был здесь, прям на открытии. Да, вот на открытии был. Значит, посмотрим. Так. И мы видим то, что вот здесь начинается Нью-Йорк 9:30, и с открытием Нью-Йорка цена сразу падает моментально, вот это падение сразу. Мы здесь сделали вот слом структуры, и с открытием без теста цена упала. В таких моментах сразу можно понять, то, что цену спешат доставить к ликвидности. И в таких случаях, когда вы видите вот такие свечи для широкие, можете не ждать отката к уровням имбаланса. В таких случаях надо работать от ордер блоков, либо от брейкер блоков. Тут вот у нас будет М15, если перейдем. Так. Вот этот лоу можно взять за уровень POI. Либо, так,
Где у нас? Этот low создал этот high. Low, этот high. И еще один ключевой момент. Здесь, ребята, вот это все, это low resistant ликвидность. Low resistant. И я до этого говорил, то, что обычно такую ликвидность забирает импульсно сразу, одним таким большим рывком. Поэтому, когда вы видите такое, будьте готовы, то, что будет сильное движение, которое может вам даже не дать точку входа. Точка входа была на минутке, на минутном таймфрейме. Смотрите здесь. Можем взять вот так. И здесь вот так. Было SMT на открытии только. Было на открытии. То есть, если сделать вот со второй свечи, можно было поймать вход. Вот так. Потому что вот это смещение уже дает сигнал, и я говорил, да, то, что это protected high, и если мы разделим его на квадранты, на M5, где этот ордер-блок, ну-ка. Вот он. И соответственно вот так. Вот диапазон этого ордер блока на младшем таймфрейме. Вот low, high. И вот как раз таки цена делает тест этого 0.25 уровня и падает. То есть все сигнализировало об этом. Теперь плюс мы здесь оставили кучу ликвидности. Прям кучу ликвидности. SMT на buy side, protected high, order блок сильный. И плюс вот эта ликвидность вся в совокупности дает шортовый прогноз. Да? То, что цена должна сделать движение, чтобы зачистить ликвидность, сбалансировать имбалансы, которые были не сбалансированы. Смотрите, здесь сколько имбалансов. Надо разделить сначала на премиум и дискаунт. И вот этот имбаланс 4-часовой. Это важная зона. Вот я здесь отметил его. Первый тег был вот это равные хаи скопления, первый тег. Второй был этот имбаланс. Вот. И третий вот этот лоу был. Так. Сразу сюда ставим. Take profit. И давайте посмотрим, как цена двигалась. Как мы видим, здесь все отработал take profit. Сценарий тот же самый. Я ожидал либо такое движение, либо если мы пробьем, закрепимся телом за диапазоном имбаланса, я ожидал уже вот такое движение. Это был четверг. Hello, brother, how are you? Yeah, thank you, thank you. Обычно теперь вам инсайт такой, тоже подсказка.
когда вы видите, что в Нью-Йорке у вас такое сильное движение, такая сильная волатильное движение у вас происходит, да, вот такое, то можно смело не торговать уже остальные сессии. Когда у вас есть уже в Нью-Йорке, вы забрали значимую ликвидность, достигли до POI, то после такого обычно цена делает вот такое движение. Внутри, короче, она будет торговаться. Если вы поймали вот это, все, можете закрывать этот свой чарт и идти отдыхать. Здесь дальше вам не дадут уже ничего такого. Потому что цена здесь вот оставила имбалансы, она должна ребалансировать это все. И поэтому внутри уже одного дня этого не сделают. Внутри одного дня у вас один сценарий. То есть одна дистрибуция будет. Если вы поймаете ее, то вы красавчики. Если не смогли поймать, то дальше нечего уже здесь ловить. Вам не дадут нормального движения. И как мы видим, вот цена в ланче и в PM, она осталась здесь. Она никуда не ушла. И теперь вот у нас новый день начинается. К новому дню. Вот у меня был такой сценарий. Опс, сейчас. Я даже и в группе писал об этом, что... Сейчас покажу. Если... Вот. Еще когда цена была здесь, еще в азиатской сессии, я прогнозировал то, что цена должна подняться на диапазон 4-часового имбаланса и отсюда упасть. То есть такой был сценарий у меня. И этот 4-часовой имбаланс, вот он. Вот. Ожидал одно движение сюда и потом, чтобы обратно упала цена. 15. Итак, если посмотрим наши входы, тут вот здесь, значит, вход был у меня. Тут у нас куда ты, стоп. Окей. Здесь, как мы видим, у нас есть SMT опять. Это было сигналом для шортов. Потом у нас был displacement. Вот displacement был. Так. И удалю сейчас это все. И здесь я отметил вот этот имбаланс и инверсионный имбаланс. Вот он. Это инверсионный имбаланс, а это 15-минутный имбаланс. Я ожидал, если цена пробьет этот инверсионный имбаланс, я буду выполнять вход отсюда. Если нет, то отсюда. И как мы видим, вот тут уже цена получила реакцию. Вот здесь вот ее удерживает. И отсюда можно открывать шортовое направление, в шортовом направлении, потому что у нас есть SMT дивергенция, и мы протестировали наш 4-часовой имбаланс. Вот, пришли на М15 в лондонской сессии, мы сделали тест 4-часового имбаланса. И первый таргет у меня был куда? Здесь. Значит, вот.
лоу предыдущего дня. Первый таргет был лоу предыдущего дня. Хорошо. Теперь вот сюда ставим. И плюс у нас есть вот тут rejection блок, видите, 15-минутный. То есть на М30 тоже будет он. Этот rejection блок. У нас здесь, по-моему, даже SMT, да, есть между. Да, вот этот уровень, он очень сильный. Это protected low. Protected. Потому что вот у нас есть SMT здесь было сформировано. И это сильная зона сопротивления. Цену могут здесь удержать. То есть таргет может быть только на по EOFET. Так, квадрант. На 0.25 уровень можно поставить здесь. Но это то даже не факт, то, что до сюда могут дойти. На часовом посмотрим. На часовом у нас вот он, этот rejection блок. Ага. Значит, смотрите. Так, сейчас я удалю это все. Помните, я вам говорил, все свинги, которые будут находиться внутри rejection блока, это всегда будет ликвидностью. Вот она. Это будет ликвидностью. Так что можем смело таргетироваться сюда. И ожидать то, что цену могут удержать внутри вот этого диапазона. Так, М15, давайте посмотрим. Вот, видите, как раз цена спустилась, оттолкнулась отсюда и вот развернулись. Это была пятница на М15. Да. Так. И все. В пятницу лучше торговать только нью-йоркскую сессию. Нью-Йорк. Здесь можно было бы поймать движение вот это. Но так как пятница, особо движения здесь не дали бы в PM. Итак, вот так у нас прошла целая неделя. И если посмотреть теперь с точки зрения MMXM модели, вот у нас здесь сформирована кривая покупок. Теперь тут формируется кривая продаж. А в начале недели М15 же это, да. У нас вот тут была MXM модель. Так. Смотрите, это для моих студентов. Видите? Так. Вот внутри новой недели, вот здесь swing low, и тут у нас вот measuring gap сформировался. Я измеряю этот measuring gap, и он мне показывает таргеты. Первый и второй таргет. Второй таргет как раз приходится на этот уровень. И цена вот забирает его, и она сразу падает. То есть мы могли бы увидеть, докуда цена дойдет уже во вторник, когда вот было сформировано вот это движение. Тут, если теперь измерим вот это, значит у нас measuring gap будет вот так, где здесь low? Вот он.
Take Profit 2. Значит, к новой неделе, если мы откроемся вот где-то тут с большим гэпом, я ожидаю одно откатное движение в этот диапазон, сюда. То есть будет вот так. И падение. Вот так мы отработали эту неделю со своими студентами. Вот их сделки, их анализы. Вот. У моих студентов, так же как у меня, видите, у нас одинаковое ведение. То есть, когда человек начинает торговать по одной системе, основываясь на алгоритм, то у всех получается одно и то же ведение, и профиты почти одинаковые. Потому что все смотрят на алгоритм и исходят именно от того, что показывает алгоритм. Мы делаем анализ на основе алгоритма. Ни паттернов, ни разных там теханализов, ни линий, ничего. Просто вот, как я показываю, исходим от того, что рисуют нам свечи. Это самый лучший анализ. На этом все, ребята. Если возникли вопросы, пишите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если кто-то хочет более серьезное обучение пройти, добро пожаловать на мои курсы. Можете прочитать сначала, если у кого-то есть сомнения, вот тут раздел «Отзывы». Тут отзывы ребят, которые прошли курс, в общем, получили какую-то пользу от меня. Посмотрите мои другие видео в YouTube. Там много полезного. Я скоро сейчас именно работаю над новым уроком. Уже закончил, осталось только записать видео. Будет скоро еще одно очень хорошее, сильное видео, касаемое MMXM моделей. Думаю, этот урок тоже будет полезным для вас. Ладно, ребят, хороших выходных вам, всего доброго, до свидания. Ставьте лайки, пишите комментарии, я буду рад. Это меня вдохновляет, дает еще больше сил делать такие рекапы и объяснять логику алгоритма.